None of the arguments are based on the scripture. Those that are distort the scripture and abuse the Greek. Ни один из аргументов в пользу одержимости верующих не выдерживает проверки Писанием. Они искажают Писание и игнорируют греческий текст. And the classic, it's always based on experience. The classic example is that when Merrill Unger, very famous name, Merrill Unger, Unger wrote Unger's Bible Handbook, Unger's Bible Dictionary. He wrote a commentary on the Old Testament. Да, но... He wrote a book called Biblical Demonology, which was his PhD dissertation. Да, и знаменитый пример это Мерил Энгер, который написал там библейские словари, и он написал книгу «Библейская Demonology», yes? Библейская демонология, это была его докторская диссертация. And so he says, so Unger concludes that Christians cannot be demon-possessed. Cannot. Cannot, based on his study of Scripture. Да, и он на основании своего изучения Писания сделал вывод, что не может христианин быть одержимым бесом. So what happens is, и что случилось? He gets a lot of letters он получил много писем from missionaries around the world от миссионеров по всему миру, who disagree with him and give him all of their experiences of Christians who have been demon-possessed. которые не согласились с ним и привели ему в поддержку этого своего несогласия разные писания, опыты о христианах, одержимых бесами. 15 years later, и 15 лет спустя, 15 years later, he changed his view and said Christians could be demon-possessed. 15 лет спустя он изменил свою точку зрения, сказал, христиане таки могут быть одержимы бесом. But it wasn't because he studied the Bible more and saw an error in his exegesis. Но это не потому, что он исследовал более усердно Библию и обнаружил какие-то ошибки в своей экзегетике. It was based completely on the experiences these people had. Это полностью было основано на том опыте, который был у этих людей. So did they accurately interpret their experiences? То есть, that is the question. Да, поэтому вопрос в том, как нам истолковывать опыт, который есть у людей. So the other issue is, еще одна проблема. What is more important, experience? Do you judge experience by the Bible, or do you judge the Bible by experience? Ключевой вопрос в том, чем вы судите? Судите ли вы опыт Библии или Библию опытом? Что является вашим мерилом? You always judge experience by the Bible. И правильный ответ в том, что Библию надо всегда, опыт надо всегда судить Библией, и не наоборот. Because Satan goes about he transforms himself into an angel of light. Поскольку сам сатана, он предстает перед нами как ангел света. So he will give people positive experiences. Поэтому он может дать людям какой-то опыт. And they will feel good about it. Позитивные опыты, и люди хорошо себя чувствуют благодаря этому. But they have been deceived. Но это просто обольщение. Мы с вами закончили повествование об эпохе Мессии. And we've done the first 3 sections of the overview of the covenants. И мы первые 3 раздела прошли обзора заветов. And now we come to, of the 5 covenants with Israel. Теперь мы с вами уже подошли к 5 заветам с Израилем. Only the blessings of the Mosaic covenant were conditioned upon the obedience of the people. И где лишь благословения Моисеева завета, они зависели от послушания народа. Okay, so we have the divisions. We have conditional covenants are the creation covenant and the Mosaic covenant. Итак, мы видим
завет из заветов изначальных мы видим, из условных, простите, заветов мы видим Эдемский или завет творения и завет Моисеев. The nature of the unconditional covenants with Israel. Так, дальше мы переходим к природе безусловных Божьих заветов с Израилем. The first three Подпункт Е. points Первые три пункта define literal, eternal, and unconditional. Дают определение Божьих заветов с Израилем как буквальные, вечные, безусловные. Okay, these are the Abrahamic covenant, the land covenant, the Davidic covenant, and the new covenant. Заветы Авраамов, заветы земли или палестинские, Давидов и Новый. They must be taken literally and at face value. Буквальные в том смысле, что нужно понимать буквально и принимать как написано. So when it says the land, it means the land and not heaven. То есть, когда говорится о земле, имеется в виду земля, а не небеса. When it is an eternal covenant, which means it is goes into eternity, it is not temporary, И это it вечный not be set aside. завет, то есть его результаты связаны с вечностью, и он не временный. Можем уточнить, вот эти Авраамов, палестинских, Давидов и Ноев относятся к этим трем пунктам, да? Буквально, вечно и безусловно. Да, совершенно верно. Okay, then unconditional, what does that mean? Что значит безусловное? It doesn't mean that they don't contain conditions. Это не значит, что в них нет условия. Ну, условия в них есть. But these conditions do not bind God or condition, let me change the language here, change the permanence Но эти условия не связывают of Бога the covenant. и не влияют на стабильность и неизменность этого завета. Okay, and then the fourth point is that it is made with a covenant people, Israel. И четвертое, что они заключены с народом завета Израиля. It is not made with either the Gentiles or the church. Ни с язычниками, ни с церковью. So, this is verified in the New Testament in Romans 9:4, И это подтверждено в Новом Завете, в Римлянам 9:4, which says to Israel belong the promises and the covenant. где сказано, что Израилю принадлежат обетования и заветы. And they are Israel's covenants, Ephesians 2:11 and 12, И это заветы Израиля, Ефесянам 2:11-12. which says that Gentiles were strangers to the covenants. И говорится, что язычники были чужды этим заветам. Since these covenants are made with a covenanted people, they always remain Israel's covenant and are not transferred to any other groups. Поскольку эти заветы всегда были заветами Израиля, то они всегда принадлежат этому народу и не переносятся на другую группу людей. Okay? Now the principle of the timing of the provisions. Теперь важно поговорить о принципе сроков исполнения положений. То есть поговорить о сроках, когда исполняются условия завета. Okay. First point. Первый пункт. A covenant could be made at a certain point of time, Завет может быть заключен в определенный момент времени, but the features don't go into effect at that time. но не все его положения, не все его функции вступают в силу в то же самое время. Some provisions may not go into effect for many years or generations. Многие условия могут не вступать в силу в течение многих лет или даже поколений. Point 2, for example, part of the Abrahamic covenant included the 400-year enslavement that's not the right word, the 400-year sojourn in Egypt. Да, sojourn like, Because they were only slaves for about 120 years.
Oh. They're not slaves that whole time. Really? Oh. Yeah, it's not until the new Pharaoh who did not know Joseph comes in, and that is the beginning of the 18th dynasty probably, which is almost the first, and that's about 1560. Да, напишите, да, часть Авраамова Завета включал 400 лет пребывания в Египте. По мнению преподавателя, порабощение началось только за 120 лет до исхода, когда пришла новая династия, пришел, как говорится, фараон, не знающий Иосифа, и вот это порабощение длилось относительно недолго, 120 лет, по мнению преподавателя. Поэтому 400-летнее пребывание в Египте. А после Иосифа 120 лет порабощали. See, Genesis 15:13 is interesting. It says they will afflict them Бытие 15:30 интересно об этом говорит. for 400 years. Бытие 15:30 сейчас. So, Говорится, что 13, да, 13, 15-13. Твои потомки будут странниками в чужой земле, они будут обращены в рабство, будут угнетаемы 400 лет. okay, but that just means that they are mistreated. Но вот это угнетение говорит лишь о том, что как бы с ними будет плохо обращаться. So it's a broader term. Угнетение это в этом смысле это термин более обширный, более многозначный, как бы не подразумевающий непосредственно рабство. So the part of the reason I say this is during the time of Joseph, and while he was alive, they are not oppressed. Ну, то есть, что я хочу сказать, во время жизни Иосифа, понятно, пока он был жив, их не обращали в рабство, их не But угнетали так сильно. the Egyptians do look down on them. Но, тем не менее, египтяне на них все равно смотрели свысока, как на второй сорт. Okay. So let's go back to the notes. Вернемся к конспекту. Also, the third point, Также третий пункт. the new covenant is ratified by the death of Christ, but the covenant does not go into effect at all until the second coming. Новый завет установлен или ратифицирован по смерти Христа, но не вступает в силу до второго пришествия. In my view, we are not in the new covenant. С моей точки зрения, мы не живем в Новом Завете под его действием. Jeremiah 31 Иеремия 31 глава and Hebrews 8 both says the covenant is with Israel and Judah. и Евреям 8 глава говорят, что Новый Завет заключен с Израилем и Иудой. And when the covenant goes into effect, there will be a king, a Davidic king on the throne, and the people will be in the land. И когда этот завет вступит в силу, то это будет включать в себя то, что на престоле будет царь Давидов и будет Израиль пребывать в своей земле. So F3 у нас сейчас. this is excuse me. This is what was I saying? The new covenant. Yeah, the new covenant doesn't go into effect until you have a Davidic king on the throne, the people in the land, and they're regenerated, and that has not happened. That doesn't happen until the second coming. Да, то есть Новый Завет не вступит в силу, пока на престоле не будет Давидов царь, Израиль не будет в своей земле, и они все не будут возрождены. И это случится лишь при втором пришествии. Да, Вася. Как можно определить то, что сейчас, как его лучше назвать? So how could we call our current period if it's not a new covenant? And that's also It's the language. church age. Это век церкви. Наш текущий период век церкви. It's a problem because we have different words for covenant and testament. And when you say about New Testament church,
So I did not hear people say New Covenant Church. Yeah, that is because some idiot priest back in around the 300 or 400s called it the New Covenant because he didn't understand what the scriptures taught. And so the New Testament, and you have this confusion with words because of some biblically, theologically illiterate priest in the early Catholic Church. Да, ну почему у нас, получается, в английском есть разница, да, covenant, завет, договор, и testament, да, то есть это как завещание или то, что они, ну, как именно книга на Новый Завет. У нас это одно слово. Почему? Потому что какой-то неграмотный священник в 4 столетии в католической церкви, он как бы две книги, да, Ветхий и Новый Завет, он озаглавил вот именно этим богословским термином. Завет. Да, завет. И, получается, смешались слова. Поэтому мы говорим новозаветная церковь, да, потом, имея в виду, что как бы церковь, о которой написано в Новом Завете, в книге, но при этом в это внедряется богословская идея, что это церковь, живущая по Новому Завету, что не совсем точно. Понятна мысль? Понятна разница между заветом как договором и заветом как книгой? Ну да. Да? Поэтому из-за того, что у нас смешалось, из-за этого у нас путаница в голове. Ну, эти два в одном слове, разные вещи. Да, это разные вещи. Но в английском как они... назвать их, отличить? Вот если в английском есть отличие, то... Никак. Надо просто понимать смысл. У нас, ну, эти названия уже прижились, мы не можем их никак назвать. Мы не можем назвать книгу Новый Завет новым завещанием. Testament на английском, ну, как завещание. Но оно используется в отношении книги. А у нас нету слова подходящего. Живите с этим. Okay? So the next point is that some covenants become the basis of a dispensation. Следующий пункт G. Некоторые заветы становятся основой диспенсации. Now the land covenant, the Davidic covenant, and the new covenant do not start dispensations when they're given. И, например, но такие заветы, как палестинский, Давидов или новый, они сами по себе не запускают новую диспенсацию. But they are all fulfilled at the beginning of the kingdom. Но все при этом будут исполнены в начале царства. All right, let's look at the first covenant, И давайте посмотрим на первый самый завет, which I call the creation covenant. который я называю заветом сотворения. Ну, у нас он записан как Эдемский. And again, we've gone over these scriptures, Genesis 1:28-30. Опять же, мы уже с вами разбирали эти отрывки Писания, Бытие 1:28-30, 2:15-17. 2:15, 2:17. And Hosea 6:7. А также Осия 6:7. Okay, so the name, first there are 1, 2, 3, 4 points. Да, говоря о названии, да, этого завета, the name or the stipulations? There's 4 subdivisions in every covenant, there are 4 subdivisions. Да, значит, смотрите, говоря о положениях, да, положениях завета, и мы будем говорить о том, что у каждого завета есть 4 подраздела. We will talk about the name, То есть мы поговорим о названии, the persons involved in the covenant, о сторонах завета, the provisions of the об covenant, условиях завета and the status of the covenant. и о нынешнем статусе завета. Д. Okay? Это А, Б, С, Д ваши пункты. Название, стороны, условия и статус. So A is the name. Итак, А – название. Two things about the name. И два момента по поводу названия. It is generally referred to as the Edenic covenant. Обычно завет называется Эдемский. It covered the period of time the human race was in the Garden of Eden. Потому что он охватывает период времени, когда человечество находилось в Эдемском саду. But I think a better term is the creation covenant because it defines man's role over and in the creation. Но я думаю, что лучше назвать его заветом творения, потому что таким образом дается определение роли человека в творении.
Okay, it is called a covenant Это, because the provisions are similar to the Noahic covenant, which is called a covenant in Genesis 6:18. мы называем этот завет заветом, поскольку его условия очень похожи на Ноев завет, который так, то есть заветом, прямым текстом назван в Бытии 6:18. And it is called a covenant in Hosea 6:7, which we've already talked about. И также этот завет назван заветом в Осии 6:7, мы об этом уже говорили. The persons are God and Adam. И стороны завета это Бог и Адам. God initiates the covenant, Бог начинает этот завет, ну, он его инициирует, and Adam benefits from the blessings of the covenant. и Адам, он фактически получает благо от благословения этого завета. Он является получателем блага. So the provisions of the covenant, I list 7 topics. И вот далее у вас условия данного завета, я перечислил 7 условий. У вас So там he немножко is to проблемы с populate the earth, Genesis 1:28. Во-первых, от Адама требуется заселить землю, Бытие 1:28. He is to subdue the earth in Genesis 1:28. Покорять землю, владычествовать над ней, Бытие 1:28. Third, he is to exercise dominion over the animal creation in В-третьих, Genesis 1:28. ему нужно владычествовать, проявлять свое владычество над животными, Бытие 1:28 тоже. Fourth, he is to enjoy all of the produce in the garden as a vegetarian. В-четвертых, ему нужно наслаждаться плодами из сада, как бы в режиме вегетарианца. Okay, meat is not authorized because then some creature would have to die and there's no death during this period. Мясо есть было не позволено, потому что для того, чтобы его получить, надо кого-то убить, а смерть в этот период она не, как бы, не была частью плана. Okay, the fifth is that he is to tend and keep the garden. Следующее. Ему нужно было ухаживать за садом, возделывать его и хранить его. The word for tend means to work or to serve. Ухаживать означает трудиться там или служить там. So he is to work in the garden and to serve God, which indicates the concept of worship, that his life is to be a worship of God. То есть ему нужно было трудиться в саду, служить там Богу. И это показывает, что его труд был своего рода поклонением. Это было проявление его поклонения Богу. The word to keep means to keep or to guard something. И слово хранить, оно буквально значит защищать, оберегать, беречь, бдить. So it has the idea of watching over or protecting something. То есть идея в том, что нужно было за чем-то наблюдать, что-то сторожить. Okay, so man is to guard against the intrusion of evil into the garden. Человеку, мужчине, нужно было следить за тем, чтобы в этот сад не проникло никакое зло. So even in perfect environment, man is responsible and he is to labor, but it is not tedious or toilsome. То есть даже в совершенной окружающей обстановке у человека была ответственность, ему нужно было работать, но эта работа не была изматывающей, изнуряющей и бессмысленной. It is a labor that always resulted in a high productivity. Это труд, который всегда приводил к высоким результатам. So he is to care for the planet as God would. Поэтому ему нужно было заботиться о саде, о планете так, как будучи представителем Бога, так же, как Бог бы о ней заботился. Under point 6, Шестой пункт. there is only one prohibition. Было лишь один запрет. They were not to eat from the fruit of the tree of the knowledge of good and evil under penalty of
death. Воздерживаться от употребления в пищу плода дерева познания добра и зла под страхом смерти. So this is he can eat from anything else. God has abundantly provided for him. От всего остального есть было можно, Бог обильно их обеспечил всем. So this is a test to see if they would obey God. То есть это было испытанием, послушаются ли они Бога. They were created righteous, but it was an untested righteousness. Они были сотворены праведными, но эта праведность была не испытана. So man, the testing means that man has volition or free will. И это испытание подчеркивает, что у человека есть воля, свободная воля. Okay, and the penalty is spiritual death, И наказанием в данном случае являлась духовная смерть, which is defined in Ephesians 4:17 и определение ей дается в Ефесянам 4:17. as separation from God. И духовная смерть определяется как отделение от Бога. As a result of that, all mankind is born spiritually dead. И потому в результате этого все человечество рождается духовно мертвым. It means they have no relationship with God. Иными словами, у людей по умолчанию нету отношений с Богом. It doesn't mean they're like a corpse. Не значит, что они какие-то трупы. That is what Reformed theology will say, so that they can get where they're going with regeneration preceding faith. Это то, что утверждают братья-реформаты, и поэтому это дает им основание утверждать, что возрождение должно случиться перед верой. So the statement in Genesis 2:17 is that it implies they will immediately feel the consequence of their disobedience. И утверждение в Бытии 2:17 предполагает, что они незамедлительно вкусят последствия своего непослушания. But Adam and Eve did not die physically for another 100 years. Но Адам и Ева не умерли физически еще в течение 130 лет. So that is a very long time to wait on consequences. То есть это довольно долгий период, слишком долгое ожидание последствий. Now the status of the covenant. Поговорим теперь о статусе этого завета, о текущем положении дел с ним. Okay, it was conditioned on their obedience. Этот завет был обусловлен их послушанием. When they ate of the fruit, that was the end of this covenant. И когда они вкусили от плода, на этом завет закончился. Okay, and the rest of what I say here just has to do with explaining the passage in Hosea 6:7. И все остальное у меня здесь в конспекте это просто разъяснение Осии 6:7. So the result, the last two paragraphs, the result is that man loses his authority that God had given him. В результате своего непослушания человек потерял власть, данную ему Богом. And now Satan has authority over the planet. И теперь уже сатана завладел властью над планетой. He is called the God of this age in 2 Corinthians 4:4. Во 2 Коринфянам 4:4 он назван Богом этого века. He is called the prince of this world in John 16:31. И князем этого мира, Иоанна 16:31. He has usurped the authority over the world. Он узурпировал власть над миром. And therefore, when Satan offered the kingdoms of the world to God, he had the right to offer them. И на самом деле, когда сатана предлагал Иисусу царство мира, он имел на это право. And so this initial creation covenant is the foundation for the first dispensation called innocence. И таким образом вот этот изначальный завет, эдемский или райский завет, он является основой для первой диспенсации, диспенсации невинности. I have a problem with, in English, the word innocence implies naivete. Но мне не нравится эта фраза «невинность», потому что вообще в английском языке это слово несет в себе смысл наивности. And most people don't think of it in its
legal sense. То есть большинство людей, думая о невинности, не думают о ней именно в юридическом плане, как невиновности. That a person is innocent because they are not guilty of any criminality. То есть, что человек невиновен, потому что не замешан ни в каком преступлении. So they are innocent in the sense that they have not disobeyed God. То есть они действительно невиновны в том плане, что они не ослушались Бога And so they are righteous. до этого момента, и потому они праведны. Okay. So they have in this summary page. Do you have this summary page of responsibility, failure, and judgment? У меня там, I don't think I have it. Summary page. Yeah, it's just a big title page. It's got a chart and it's got. The chart was. It's got 3 boxes. Okay, that's okay. Chart was corrupted. Sorry. Okay, so we have. Так, у нас там есть такая типа итоговая страничка, но она подверглась разрушению. Under this Roman numeral 3, dispensation 1. Итак, вслед за этим мы поговорим о первой диспенсации. There are 7 subpoints. И будет не 3, будет уже 7 подпунктов. В Заветах 4, в диспенсациях 7. The central person is Adam. Центральной личностью третьей диспенсации является Адам. So Adam and his descendants are the steward or manager for the dispensation. И Адам вот в этом первом изначальном творении, в этой диспенсации, был основным действующим лицом. Он был распорядитель и администратор. So the term innocent. Далее, слово невинность или невиновность. I want to look this up a minute. Anybody have any questions so far? Есть ли какие-то вопросы? Да. Один вопрос про то, что мы говорили, Адам хранил сад, да? Берег сад, да. Да, берег. Значит, на тот момент уже зло было в этом мире, да? So, you said that Adam was keeping the garden, protecting it, and it implies that evil was already present in the world at that moment. Say that again. You said that Adam was to keep the garden, Yes. protect it. It implies that evil was already active in the world at that moment. In one sense, yes. Да, в каком-то смысле да. Remember that the earth has not become corrupted. Земля еще не была подвержена, скажем так, But растлению. Satan has sinned and he is already at war against God. Но сатана уже на тот момент согрешил, он уже был во вражде с Богом. And so there is that sense of preventing an invasion of the earth. Поэтому, в этом смысле Адаму, человеку, нужно было предотвратить вторжение сатаны на землю. Ну и да, сохранить землю от проклятия. And to kind of keep earth from cursing. Yes. Да. Разве это входило в его обязанности? Его обязанности, насколько, Was it the part of his responsibilities? не нарушить то, что Бог ему поведал? I thought that his responsibilities was to keep what God gave him. Well, the word there, shamar, means to watch over. Шамар буквально означает присматривать, сторожить. Now, if I use that word and tell you to watch over this building, И если я вам скажу, что вам нужно сторожить это здание, does that mean I want you to sit out there and just look at the building? значит ли это, что я просто хочу, чтобы вы сидели и смотрели на это здание? That implies Присматривать за something, ним, да? but we're not told То much. есть, если я скажу присматривать за этим зданием, то оно что-то подразумевает, но нам многое не сказано. You know, we're told very, very little about the circumstances. Нам очень мало вообще сказано об обстоятельствах здесь.
there are just these things that suggest something, but we're never given any more information. То есть есть какие-то намеки, которые что-то вроде бы предполагают, но как такового у нас нет нормальной такой информации. Now think about it. Adam is created probably around 4,000 or 5,000 years before Christ. Подумайте об этом. Адам сотворен где-то за 5-6 тысяч лет до Христа. And the flood in Genesis 6 occurs some 2,000 years later. И потоп в Бытие 6 случился где-то 2000 лет спустя. So between Genesis 3 and Genesis 4, И между 4 and 5, Бытием 3 и Бытием 4-5, that covers 2,000 years. то есть период 2000 лет. That's not giving us a whole lot of information about 2,000 years. То есть не так уж много информации нам дано про первые 2000 лет человеческой истории. You know, God is just giving us the important information, not all of the information. Поэтому Бог дал нам важную информацию, но не всю. But if you do a word study on the words that are used for tend and keep or guard or watch over, these are words that are used quite a bit for, things that indicate, that you're guarding something. Но если вы исследуете вот эти слова, которые используются для описания обязанностей Адама в саду, то как раз таки это слово используется для защиты чего-то, для обязанностей сторожа. And God might not have told him what he's guarding against, he just guarded. Well, from what? И Адаму не было сказано, от чего сохранять, но от него не было названо угроза. Мы, по крайней мере, не знаем об этом. Просто береги. But it certainly implies something that's negative. Но однозначно имелось в виду что-то негативное. That there's something out there, Что-то там было. but he didn't know what. Но он не знал, что.